Привет, с вами Алена, и сегодня еще одно обращение девушки с проблемой на ногте. Говорит, что-то пожелтело, что-то расшатало, и получилось вот как-то так. Ну, понятно уже при визуальном осмотре, что там будет полость, и кюретка туда у меня не пролезает, потому что в этой полости уже что-то уже там лежит, в общем, поднакопилось всякого там разного. Спросила я у нее, как такое с ней произошло. Она говорит, ногти были очень длинные, показала мне, ну, какую-то космическую длину, там, которую, ну, она считается критической, то есть когда длина свободного края превышает или равна длине ногтевого ложа, это уже считается критической и травмоопасной. То есть если у вас ногти такой длины, то вы совершенно спокойно можете где-то что-то задеть, и хорошо, если хотя бы вот так останется, потому что частенько выдирают полностью и напрочь. Но мы приступаем к обработке, и начинаю я с твердосплавной фрезы. Сначала побольше, а теперь беру поменьше. Вот, ну, в общем, спрашиваю я у нее, как же такое случилось? Она говорит, я расшатала. Вот такое вот объяснение. Ну, как-то, я не знаю, может быть, много пользовалась этим пальцем, и вот так вот у нее расшаталось. Потом вроде как, говорит, пользовалась кислотным праймером. Говорит, что ноготь поменял немножко цвет, посветлел. Ну, конечно же, кислотный праймер здесь бы не помог, потому что проблема не на ногте, а под ногтем, правильно? То есть произошло отслоение ногтя от ногтевого ложа. Ну, наше любимое слово уже анихолизис. Прям, мне такое ощущение, что анихолизис — это какое-то проклятие вообще нашего века. Он везде, сплошь и рядом. Какой-то кошмар. Вот, ну, в общем, получился у нее полость, но такой прикол, что полость получилась где-то посерединке, потому что на кончике ноготь еще держался, то есть мне его придется еще снимать. Видите, я хочу его убрать, а он там вот на самом краешке еще немного держится. Такое бывает. Конечно, не стоит его при этом отрывать, а нужно теперь аккуратно зачистить вокруг и этот маленький островочек живого ногтя оставить. Он срастет. Со временем потихоньку будет срастать. Ну, конечно, здесь не лишний было бы сделать анализ. Вполне что-то могло присоединиться, но сейчас не об этом. Сейчас будем по поводу зачистки разговаривать. Вот обратите внимание, я беру хорошие кутикульные кусачки и просто беспощадно ими срезаю. Вот так делать не надо. А дело в том, что это был очень загруженный день в салоне, просто какой-то караул вообще происходил, апокалипсис из клиентов, и тупо не оказалось набора с пряморежущими кусачками, которые мне нужны для того, чтобы сделать эту зачистку, и мне пришлось, к сожалению, взять кусачки для кутикулы и вот так вот бесчеловечно, варварски ими воспользоваться. На самом деле от таких манипуляций они банально затупятся. А если уж слишком толстые ногти ими стричь, то в итоге вообще лезвие на лезвие попадать не будет. Ну, благо у меня есть своя заточка, и я могу сразу после этого кусачки отдать на заточку, и все будет с ними хорошо. Но, тем не менее, мне их тоже жалко, и даже при наличии своей студии заточки я всегда берегу инструмент, но не в этот раз. Вот. Короче, вот так делать не надо, ладно? Прям самой смотрю, и самой стыдно, но деваться было некуда. Прежде всего клиент, и прежде всего нужно было спасти этот ноготь, зачистить его, чтобы она ушла с чистеньким и отрастала. Вот тут мне уже принесли глазки, но они тоже не пряморежущие. В общем, сегодня была зачистка вообще не теми инструментами, но тем не менее я справилась. Срезала по маленькому кусочку, ей было чувствительно, мне не хотелось ее травмировать или какие-то неприятные ощущения. Потому что сегодня вот я прочитала комментарий, что подписчица сказала, что вообще ей так больно зачищали, что теперь у нее просто паника перед зачистками, и она не может ходить. Вот представьте, как можно людей запугать. Поэтому без фанатизма всегда, очень осторожно. Лучше не дочистить, чем перечистить. Всегда можно прийти попозже, когда отрастет, еще немножечко сделать зачистку. В общем, вся вот эта труха должна быть убрана. Убираю долго, мучительно. Фреза сейчас в работе, педикюрная капля с красной насечкой. Ссылки на фрезы, кюретки, кусачки, которые я испортила, тоже все, как всегда, оставлю. Вот, будьте внимательнее, читайте. А то сегодня мне прилетело сообщение о том, что одна тоже из подписчиц заказала по моей ссылке, но не посмотрела, что заказала, и заказала какой-то не тот материал. То есть мне писали там. Ну ладно.
В общем, будьте внимательнее, читайте описание. Вот что я хотела сказать тем самым. После того, как ногти мы зачистили, мы нанесли уходовое масло. Оно идет как противогрибковое, с амарантом, с квальным маслом чайного дерева, лимонграссом и еще какой-то полезностью забыла. В общем, приятно пахнет. Это уходовое масло, которое можно использовать при работе вот с такими вот ноготками. Втирающими движениями в ростковую зону 2-3 раза в день будет просто прекрасно, да и пахнет оно замечательно. В общем, будем ждать отрастания. Как бы эта девочка не наша клиентка, не клиентка салона, поэтому я не знаю, вернется она на повторную зачистку или нет, хотя, конечно, я ей сказала, что я ее жду и буду контролировать этот процесс.